Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы снова продолжаем разговоры про инженеров. Как-никак в Одиссее добавили их, довольно большое количество. И на очереди у нас инженер Ярдан Бон. Посмотрим, как она может улучшать комбинезоны, как оружие, что нужно, чтобы получить доступ, как вообще открыть, ну и так далее. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали! Ну что же нам делать, чтобы открыть? Нам для начала нужны инженеры, которые дают доступ, и там есть некоторая ветвь. Первый инженер, который нам нужен, это Домина Грин. Стартовый инженер открывается довольно просто, с световых лет на шаттлах, а далее ей нужно дать 5 рывков. Видео касательно этого есть, и касательно этого инженера тоже, что она умеет, вот подсказочка. Чтобы открыть следующего. Следующий открывается у нас Кит Фаулер. И тут, друзья, как бы 10 опросов общественного мнения. Поверьте, фармить вы их будете энное время. Это будет долго. Подсказочка по поводу него, что он умеет и так далее, имеется. И я не знаю, нужна ли вам ссылка на видео по быстрому фарму материалов и данных, и вот активов и так далее, что связано с Одиссеей, наземками. Но на всякий случай прикреплю. Далее. Ему нужно еще выдать 5 аппаратов из оборудования для наблюдения. Ну, как бы нормально так. Но зато после всего этого у нас будет доступна она. Ярдан Бонд. И вот тут уже нужно продать барменам 8 планов компании по дискредитации. Они, кстати, фармятся. И фармятся даже более быстро, нежели опросы общественного мнения. В том видео, где я рассказываю по поводу быстрого фарма, показана система. И там планета и наземная база. На этой наземке вот это фармится довольно быстро. Вот сейчас будет подсказочка по поводу этого видео. Хорошо, летим к бармену и, продаем ему. И тут, друзья, довольно важный момент. Нам нужно продать бармену планы компании по дискредитации, но они незаконны, так же как и компроматы, и остальные данные и так далее. Что делать? По прилету на обычную станцию в обычную систему вы это продать не сможете, вы это увидите у себя в рюкзаке через меню. Но, когда вы нажмете «Продать у бармена», вы в перечне этого не увидите. Что мы делаем? Мы летим в систему, где форма управления анархия, и только там это можно сделать. Как найти такую систему? Заходим в карту галактики. Заходим вот сюда. Далее. Форма управления. Выбираем анархию. И у нас будет подсвечиваться, где это дело все происходит. Также это можно сделать через Инару, через ЕДБ и так далее. В общем, летим к бармену в такой системе. Ну вот наши планы компании, и мы видим то, что они у нас имеются, и просто-напросто продаем у бармена. Как найти бармена, думаю, проблем у вас не будет. Мне нужно кое-что продать. И идем в раздел «Данные». Жалко то, что нельзя по названию все это дело выстроить, но может быть когда-нибудь это дело доведут. И ищем. Мы знаем то, что у нас их 11, и просто ищем цифру 11. Так будет гораздо проще и быстрее. Так. Вот планы компании по дискредитации. И, кстати, значка то, что его вне законе, не было, потому что мы находимся в системе, где анархия. И продаем в размере 8 штук и подтверждаем продажу. Продано. Все, отлично. И сейчас, по идее, должен сразу открыться инженер. Если он не откроется, ребята, не нервничайте. Потому что что? Потому что релок. Да, релок всему голова и так далее. Да, не засчиталось. Просто релок на рабочий стол и заходим заново в игру. Пропали все картинки, ну да ладно. У Ярдан Бонд нет текущих запросов на пожертвования. В чем прикол? То есть все, инженер открыт, но дальше продвинуться мы не можем. То есть это конечная ветка в данный момент. Будут ли еще инженеры после нее идти? Пока непонятно. В общем, летим к ней и смотрим, что она нам может предложить в плане улучшений. И вот, наконец-то, мы у этого инженера. Давайте смотреть, что мы сможем сделать с комбинезоном. Выберем, наверное, Мэврик. Я его в основном-то только и использую. Первое. Улучшенная помощь при прыжке. Увеличивает продолжительность рывка и скорость его перезарядки, уменьшая расход энергии. Ну, такое. Скорость передвижения в бою. Убирает штраф на передвижение во время прицеливания. А вот это вот, ребята, наверное, очень даже неплохая штука, ибо когда вы целитесь, вы сможете двигаться быстрее и при этом стрелять, естественно. И далее. Приглушение звуков шагов в комбезе. Ну, блин, это хорошо. Множество слышимости шагов минус 50%, то есть стелс, еще раз стелс. Неплохо. Давайте перейдем к пушкам.
Теперь очередь пушечек. Смотрим. Ну, Давайте на сюда. примере кармы. Что у нас тут? Улучшенное обращение с оружием. Позволяет быстрее доставать и убирать оружие и делать прицеливание Вроде удобнее. ключевое оружие будет Ну, приятно не держать в знаю. Такое, как по мне. Далее, повышенная точность стрельбы от бедра. Повышает точность стрельбы без прицеливания. Ну, я так очень редко Модификация для стреляю, уверенных скажу бойцов. честно. Так что, ну, такое. И аудиомаскировка. Уменьшает симулированный звук от оружия при стрельбе в негерметичной среде. Особое улучшение повышает проворность. Ребят, негерметичная стрельба — это как бы, ну, в космосе. Ну, как бы, ну, такое себе. Не знаю, нужно оно вам или нет. У меня такое вроде есть на одном из пистолетов, но я такой его уже непосредственно взял. И да, конечно же, вы можете это ставить и на кинетическое оружие, и на лазерное, и на плазменное. Как я понял, гайки, ну точнее улучшения у нас точно такие же на все пушки и на комбинезоны. То есть что на Мэврик, что на Доминатор, что на плазму, что на, чуть не сказал, рельсу, что на кинектику. Это понятно. Я думаю, друзья, когда я закончу наконец-таки со всеми инженерами с новыми с Одиссеей, я сделаю список один по материалам, которые нам нужны для их открытия и улучшений комбезов, и чтобы ставить улучшения уже в них непосредственно и с оружием также. И еще какие улучшения ставить, то есть по ним тоже пройдемся и у каких инженеров это делать. Но это, ребята, как я закончу со всеми ними, потому что их, ребят, там прям много, реально много. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, которые я отснял для вас, друзья, и там мы подходим к Блин, офигеть, 5000 видео почти. И это еще далеко не все. Те, кто говорят то, что контента в этой игре мало, друзья, его тут вагоны, маленькая тележка, еще товарный состав и сухогруз, я не знаю, тут дофига просто всего. Плюс, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, реобзоры кораблей, материалы, данные, стражи, торгоиды, вооружение, ручное вооружение, комбезы, инженеры для Одиссеи, различные интересные места. Да там просто куча всего. Как собирать различные фиты, под большой прыжок, под боевку, под пиратство и так далее. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группа ВК, Дискорд-сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, искать там компашку, чтобы поиграть хоть в КС-ку, хоть в дотку, я вас не осуждаю. Сам играю в различные игры, как по жанру, так и по сеттингу, вы это уже заметили, по стримам, я думаю. И еще такой момент. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее. Если хотите в этом поучаствовать во всем, то ссылочка на Discord в описании в разделе соцсети. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.